Здорово, чуваки! Я наконец закончил ебучий данж под названием Универ и снова могу пилить контент. В этот раз у нас на обозрении будет новая тема. Проведем программу в мире животных, так сказать. Discovery, ёпта, на минималках. Я хочу рассказать вам об одном из сильнейших классов в текущей мете среди млекопитающих. Главный имбес, который бесполезно бороться, потому что вы все равно проиграете. Крысы! Вообще, почему я решил о них рассказать? У меня самого живет две уже около года, но даже спустя столько времени я продолжаю охуевать в геометрической прогрессии от их изобретательности и атлетических навыков, помноженных на ебейшую упертость и способность достигать желаемого. А пока я начинаю наше приключение в мир животных, можете поставить лайк и подписаться. Взросление у крыс наступает в 5-6 месяцев. К этому возрасту местная гильдия уже имеет полноценную боевую единицу. Вы только подумайте, а что может в это время ребенок? Нихуя. Первые месяцы вы редька, завернутая в пеленку, которая орет и с поразительной скоростью накладывает себе же между булок. А крысы в этом возрасте способны собраться в кучу и пойти рейдить местные данжи с хай-тир лутом, как, например, кладовые пищевых точек типа школьной столовой или подвала ресторана. Да им, даже в кучу собираться не надо. Если крыса знает, где есть еда, она и в одно ебло прогрызет 3 стены и достанет свое по праву. И это все при том, что ей нет даже года. Но тут, конечно, оговорочка. Крысы в целом живут до 3 лет, а уличные и того меньше. Так что за эти полгода мы получаем примерно 30-летнего бывалого криминала, который участвует в вылазках, скорее всего, с буквально 3-го месяца своей суровой крысиной жизни. Разберем, пожалуй, крысиные навыки. Во-первых, они охренеть как высоко прыгают. При том, что высота у них около 8 сантиметров, прыжок может достигать 1 метра. Вот у меня крыса, например, делает паунс в окно с... Блять. В окно, блять. Вот у меня крыса, например, делает паунс с кровати на подоконник и без зазрения совести жрет все, что я там забыл. Вот сразу хочу сказать, что едят они, бляха, все, что попадается под лапу. На улице особо голодные крысы могут сожрать тетрапакет из-под сока и закусить голубям. Их маленький биореактор принимает любое топливо, пусть некоторое и сокращает общий срок его работы. Также крысы могут охренеть как быстро плавать и находиться под водой до 3 минут. Или вот, например, из-за своего строения они способны пролезть везде, куда пролезет их голова. Да и там, где не смогут, просто сделают дыру побольше своими здоровенными, зубищами. Слово о зубах. Они растут у крыс всю жизнь. То есть они буквально бесконечные. Причем даже круче, чем у акул. Ведь у акул они периодически выпадают, а у крыс нихуя они не выпадают. Это вечно готовое к бою острие копья. Помимо физических особенностей, крысы имеют и высокие социальные навыки. Как правило, крысы выживают тем, что сбиваются в стаи, а точнее в самые настоящие гильдии со своей иерархией, старшими крысами, шестерками, вожаком и прочими социальными классами. Зачастую в группировку входят не более 15 юнитов с разными боевыми и не только характеристиками. Всегда есть альфа-босс, который держит в своей стальной лапке всех корешей. Есть юниты, которые в основном занимаются добычей пищи, и те, кто следит за прилегающей к их владениям территорией и отпугивает чужаков. Такое разделение на касты позволяет их клану успешно гриндить ресурсы, дефать от внезапных рейдов свою базу и использовать навык тактического съеба в случае обнаружения слишком серьезной опасности одним из членов стаи. Итак, давайте рассмотрим самый тяжелый вариант. Допустим, ни один из навыков и даже сбиение в куче не помогает им выживать. Хотя, конечно, я пизжу, как дышу, как говорится, выживают они именно благодаря ним. На помощь приходят, пожалуй, их главные навыки. Быстрая беременность и просто ебанутая плодовитость. Беременность длится всего около 3 недель, а за один раз крыса может заспавнить от 2 до 22 новых юнитов, при том, что рандомайзер работает в 9 из 10 случаев в сторону больших чисел. А как вы знаете, крысы очень быстро взрослеют. И отсюда получается невероятная система, что даже если бы крысы были самыми неудачливыми существами на планете, они бы вывозили чисто на охуеть какой репродуктивной способности. Эти шерстяные Наполеоны буквально как принтер штопают себе личную армию. В общем-то, все, что я хотел рассказать вам, я рассказал. А теперь мне пора идти кормить эти 2 немытые картофелины. Покеда!